Друзья, всем вам привет из моей мастерской, где я работаю, тружусь. И знаете, сегодня хотел пообщаться с вами, записать такой небольшой простой ролик. Опять же, из серии рассказов, из серии воспоминаний какие-то моменты из жизни все время ты прокручиваешь, что-то вспоминается. Это жизнь в Казахстане, это жизнь в Воркуте, жизнь в Сибири. Жизнь, или моменты, когда ты был в других каких-то республиках Советского Союза, также жизнь в Германии, сейчас уже жизнь в Калининграде, что-то из Калужской области. И теперь уже здесь, живя здесь, в Белгородской области, вот этот вот большой багаж ты просто вспоминаешь. И знаете, есть чем поделиться. Я хотел бы рассказать вам такой случай, он такой из приятных. История так касается того момента, когда я приехал в Германию к родителям. То есть я вам рассказывал о том, что они уехали раньше, да, там проблемы с вызовом, там все эти моменты я вам рассказывал. Вот. И когда я приехал позже уже к ним, представьте себе ситуацию, вы приезжаете в другую страну, у вас просто весь мир новый, абсолютно все новое. У вас нет старых друзей, у вас нет старых знакомых, у вас нет коллег по работе, которых вы знали, с которыми шутили, ежедневно встречались, разговаривали. У вас нет привычной среды, к которой вы привыкли, общаясь на русском языке или на том языке, на котором вы общались ранее. Вы приезжаете, здесь абсолютно все новое. Здесь нет российского телевидения. По крайней мере, это в 95-м году не было. И вот ты просто находясь в своей квартире, ты ощущаешь, что это какой-то вот весь мир, он сузился буквально вот до размера этой там двухкомнатной квартиры. 2,5 комнаты у нас считалась квартира была. И с одной стороны, ты очень молод, тебе все это интересно, конечно, выходишь на улицу, думаешь, так, как бы не потеряться, как бы не забыть, где ты живешь, там улицу себе записываешь, чтобы, если что, показать, чтобы тебе показали, куда идти. То есть ты буквально, знаете, как говорят, язык до Киева доведет, есть такая пословица, то есть благодаря своему языку, там, да, коммуникации с людьми, ты можешь куда угодно дойти и доехать. А здесь, получается, ты не знаешь языка, да, и ты можешь просто даже потеряться, как в лесу. Вот. То есть я приехал, не зная языка. Я его изучал в школе. В семье мы не говорили, потому что мама русская, мы не говорили на немецком языке. И немецкий был для меня просто вот на уровне школьного обучения, школьной программы. Причем это все давно уже забылось. Потому что если ты это не практикуешь, оно забывается, понятно. То есть это абсолютно новая среда, в которую ты попал. Абсолютно новая среда. Да, ты еще находишься на планете Земля, да, тебя еще окружают люди, но другая культура, другой язык, другой менталитет, другие правила, другой уклад жизни, другие правила, другие требования от тебя. И ты полностью должен перестроиться, Поэтому для тех, кто, вы знаете, сейчас иногда я в телеграм-канале скидываю некоторые ролики, да, и там люди, которые уехали когда-то из России, там, в знак протеста, мы там против того, сего, эти люди, оказавшись за рубежом, они не были готовы к той свободе, как им казалось, что их там ждет свобода. Я помню один из роликов, который мне когда-то попался уже несколько лет назад, как губернатор или мэр какого-то города в Германии, я не помню какого, заявил о себе так. Он сказал: «Ich bin schwul und das ist cool». Типа я голубой, и это классно. Вот. И один парень, русскоязычный немец, он взял, написал на плакате, что швуль – это не куль. Быть голубым – это не клево. Вообще не клево. И он с этой табличкой просто сел вот так вот возле себя, поставил на себя камеру и просто сидел возле ратуши городской. И говорит: мне интересно, через какое время ко мне подойдет полиция и меня увезут. Естественно, нашлись сердобольные люди, сочувствующие, увидели, прочитали, позвонили, приехала полиция.
скрутили белые рученьки и увезли его. Почему? Потому что нельзя заявлять об этом. Вот тебе свобода. Это было уже лет, наверное, 8-10 назад, наверное, примерно так. Вот, то есть, люди грезят о чем-то и думают, что на земле есть рай. Его нет. Этого рая на земле уже давно. Ни в одной стране его нет. Так вот, знаете, сама история, когда я приехал, а моя семья там уже была, по-моему, где-то недели 3, может 4, вот так вот они примерно там были. То есть они уже такие немножечко чуть-чуть знают что-то там, где-то мне там рассказывают, где-то меня водили, показывали что-то на улице, там где-то там в магазинах, там какие-то закупки показывали, вот смотри то, там. Знакомили меня с той жизнью новой. Вот. И, конечно, если учитывать то, что мы выезжали в 95-м году из Южного Казахстана, где не было, в принципе, такого изобилия, зарплату последние 6 месяцев мне не платили, я работал за спасибо. И, в общем-то, конечно, ты приезжаешь, ты видишь обилие продуктов. Вот это вот, да, удивляло. Но не об этом я хотел вам рассказать. Я хотел вам рассказать случай, который вот просто приятно вспоминать. И это в эмиграции было. В эмиграции тоже есть моменты приятные, которые приятно вспоминать. И один из таких моментов, вы все знаете фильм «Любовь и голуби». Я его не знал до отъезда в Германию, вообще не видел его никогда и не знал. И знаете, если бы я его знал, наверное, я бы его так не оценил бы. И вот знаете, когда братишка мой мне рассказывает, говорит, мы тут ходили на улицу, и там была шпера, там называют так шпермюль, когда выбрасывают что-то ненужное, они нашли видеомагнитофон. Вот. И видеомагнитофон был не такой современный, как вот, знаете, который мы знаем. А это видеомагнитофон был с другими видеокассетами. Видеокассета шла 8 часов, она была двухсторонней. Может быть, кто-то видел такие видеомагнитофоны. И вставлялась кассета не просто внутрь, а она вставлялась сверху, такая крышечка открывалась, туда вставляли, она джик. Потом раз так же выезжает, ты кассету вытаскиваешь, переворачиваешь на другую сторону, и можно еще другую сторону 4 часа смотреть. Так вот, они нашли такой видеомагнитофон, увидели кучу там, по-моему, я не знаю, там, пакет или 2 пакета, там было видеокассет с фильмами советскими, с русскими фильмами. И они такие радостные притащили домой, включают этот видеомагнитофон, а он работает. И вот они подключили это все к телевизору, смотрели эти видики. И когда я приехал, этот видеомагнитофон уже как бы все пересмотрели, из зала его решили убрать, и у моего братишки была маленькая комнатка, в этой комнатке я поселился тоже, поставили кровать там, меня уже ждали, или диванчик был, я не помню. Окно прям открываешь, сразу была мечеть, в 6 утра уже там пели, и интересно было просыпаться. Мулла, по-моему, да? Мулла поет. И вот знаете, когда впервые братишка мой показывает мне этот магнитофон и говорит, смотри, тут фильмы разные есть. «Любовь и голуби». Я думаю, любовь, морковь, все такое как бы не особо интересно мне было про любовь. Там боевики интересно было смотреть. И вот он мне включает этот фильм. У меня было просто свободное время. Как бы я еще на языковые курсы не ходил тогда. Первое время. Вот. И я, значит, так лежу на своей кровати, так лежу, сзади меня окошко открыл и смотрю этот фильм. И знаете, когда я начал его смотреть, когда я увидел вот эту вот деревню русскую, село это, когда я увидел эту жизнь, быт этих людей. Хорошо, он прилетел. Хорошо. А это ревнует. Вы знаете, это незабываемое чувство, когда ты за рубежом начинаешь испытывать ностальгию, когда ты впервые понимаешь, что осталось там в той жизни. Ведь оно не сразу приходит это понимание. Оно приходит со временем, может, с возрастом кому-то. И вот тогда впервые, наверное, я почувствовал
какая это, не знаю, я вам не могу сказать, что это такое, но я почувствовал такую любовь вот к этому. Такое это все родное. Я так захотел туда, в это село, в ту жизнь, и никуда больше не уезжать. Вот тогда было впервые это, и мне было 21 год, мне, казалось бы, вся жизнь впереди. Потом началась обычная жизнь, языковые курсы, желание, искреннее желание интегрироваться в эту новую жизнь в чужой стране, как-то ассимилироваться, как-то вжиться в это, понять менталитет, принять, не отрекаясь от своих корней. Вот это у меня всегда было. И знаете, чем дальше в лес, тем страшнее волки, или как там пословица. Чем больше я в эту жизнь углублялся тогда, тем больше приходило какое-то понимание, наверное. Понимание, что это не мое. Но это не сразу приходит. Искренние попытки, искренние желания, искренние стремления, и у меня что-то получалось. У меня получалось говорить на немецком языке лучше, чем, скажем, те коллеги по работе, даже вот нас было 15 человек, на стройке было 15 человек из бывшего СССР, в основном Казахстан, Россия, по-моему, один человек был из Украины. И вот мое искреннее желание прямо вот интегрироваться, понять немцев, шутить с ними, вот как-то вот обжиться там, оно было действительно. И у меня даже получалось говорить на немецком вот лучше, да, как я уже сказал. И ребята даже просили: слушай, скажи немцу то-то, то-то, переведи, пожалуйста, вот это, что он меня спрашивает. И то есть я как бы там на работе мог что-то помочь, подсказать, там мне это нравилось, что я могу быть кому-то там полезен, да, как-то в то же время развивая свой язык. И один немец, мы с ним шутили, разговаривали в обеденный перерыв на работе там. И он мне говорит: Влад, если знаешь что, говорит, если ты выучишь немецкий язык и будешь говорить на нем fließend, и вот это слово fließend я тогда и выучил. Я говорю: а что такое fließend? Я не знаю. Fließend — это бегло. Если ты будешь бегло говорить на немецком языке, то тебя, в принципе, никто не отличит. И он мне говорит: других ребят видно, что они как-то скомканные, замкнутые, они как-то вот немножечко такие сжатые. А ты такой свободно раскованный такой, да, и говорит: вот если бы тебе еще вот язык такой, вообще тебя не отличить, сказал бы, что ты немец. Я потом над этим думал. То есть я стану частичкой этого западного общества, западного менталитета. А нужно ли оно мне? И дело здесь не в национальности, в какой-то принадлежности, там больше какой крови у тебя там течет в твоих жилах, там, да, это вообще как бы роль особо не играет. А просто я стал думать о том, действительно, надо ли мне вот становиться частичкой западного, именно западного менталитета, западного общества. День за днем, месяц за месяцем, год за годом я приходил к такому выводу, что не мое и все. Не мое, чужое. Не могу я влиться в это. Еще один был случай такой. Два коллеги с работы, они были два брата родные, хотя вообще не похожи. Может, у них разные отцы, матери, не знаю. Они пригласили меня к себе домой. Они говорят: пойдем к нам, пойдем посидим дома, там пиво попьем, пообщаемся. О, пойдем, а я что, холостой, молодой. Прихожу к ним домой, и он садится так рядом со мной и говорит: знаешь, Влад, он говорит: eigentlich hassen wir Russen, aber du bist anders. Вот это мне сказал. То есть ты знаешь, говорит, Влад, вообще-то мы русских терпеть не можем. Но ты другой, ты нам нравишься. То есть я вам хочу сказать о том, что как бы интегрироваться у меня до какой-то степени вот получилось очень хорошо. Именно в западное общество, именно вот как-то вот по молодости лет легко вот. Но, да, и они мне говорят, типа, мы готовы с тобой там дружить, ты другой. И, знаете, я эту дружбу не принял. Вот, я эту дружбу не принял, потому что для меня это было бы предательством. Я себя ощутил очень неприятно, что как это моих родных земляков, значит, они ненавидят, а я типа тут другой, что там, я такое не люблю, и я больше к ним не ходил, и больше с ними не общался. Привет на работе, и все. Не получилось дружбы. И знаете, вот это все, вот этот весь багаж, скажем, там, заложил на работе тебя немец.
Хотя, ну, все как бы вот там напроказничали, скажем так. Но он пошел и заложил меня. Хотя у самого, как говорится, рыльца в пушку было. Вот. И шеф меня вызвал. И я говорю, скажите, пожалуйста, шеф вообще классный был немец. Очень хороший был немец. Жалко, он потом разбился в аварии. Пожилой человек на автобане разбился. Вот. И он пригласил меня и говорит, мне сказали вот то-то, то-то, то-то. Я говорю, а кто это сказал? Скажите, пожалуйста. Он говорит, я не имею права вам это называть, фамилию. Я говорю, ну, я ничего ему не сделаю. Мне просто знать надо, с кем как бы я должен быть осторожным. Пожалуйста. Он говорит, я не могу. Ну, пожалуйста. Говорю, ну, просто это для меня. Это я ничего дальше не пойдет. Все, я буду только я знать, тихо, спокойно, все. Он говорит, я не могу. Открывается дверь и заглядывает этот немец. Его звали Рэнди. Он заглядывает, ага, и дверь закрыл. То есть он хотел убедиться, что действительно меня уже шеф на ковер вызвал. Это же приятно чувствовать. Вот. Ну, я говорю, это он. И он так засмущался, глаза опустил, так заулыбался и говорит, я вам этого не говорил. Я говорю, все понял, спасибо, ну, как бы буду впредь осторожным, ну, и, в общем, так, и мне было просто, знаете, что важно, я приехал из Казахстана, у меня был менталитет другой, у меня было понятие, что наш коллектив, любой коллектив, это сплоченная система, это где каждый как-то старается друг друга поддержать, перед начальством там отстоять как-то, ну, то есть вот так как-то, да, не старается тебе там, знаете, как вот есть в Германии выражение, друг другу стул подпиливают. Не такое отношение, а наоборот сплоченность, то есть дружеское отношение такое, верность какая-то, дружба. Ну, может, я идеалист, вообще, в принципе, по жизни, да, есть такое. Вот. И трудно жить идеалистам, которые, да, хотят, чтобы все идеально было. Такого в жизни нет. Но я понял, просто я для себя хотел понять, думаю, так, хорошо, человек, я ему там помог недавно вообще, как бы я по своей инициативе, слушаю, там, ну, как помог, там, короче, какой-то там, я работал, какую-то песенку напевал, говорю, знаешь этот клип, видел, Рэнди, видел этот клип? Он говорит, не, у меня нету этого канала, Viva. Канал Viva или FIFA, я не помню, FIFA, Viva, по-моему, канал в Германии MTV и Viva, два канала музыкальных. Я говорю, слушай, так давай я тебя на видеокассету запишу, дома будешь слушать, смотреть клип. Он говорит, ну давай. Я взял кассету, записал ему 4 часа видеороликов, песни, клипы, рекламу, специально останавливал, чтобы не было. Принес ему, подарил, он говорит, что я тебе должен? Я говорю, ничего не должен, тебе подарок. Вместе с видеокассетой. Ну, спасибо, спасибо. Позже он идет, меня закладывает. И знаете, у меня, ну, это нужно было пережить, чтобы потом позже, наверное, принять в жизни правильное решение. А правильным решением я считаю, что мы правильно сделали, что мы уехали в Россию. И как бы мне ни писали, как бы ни пытались осквернить это дело, все, как бы унизить это, вот теперь вы там все, ваши дети там все, ну, понятно, тут столько можно понавыдумывать. Это все пишут, это все пытаются раздуть, из пальца высосать, как говорится. Но факт остается фактом. Мы живем здесь, и мы не жалеем. До сегодняшнего дня мы не жалели, что мы приехали в Россию. Времени прошло уже много. Прошло уже 14 лет. И вот весной, даст Бог жизни, если доживем, будет уже 15 лет, как мы в России. Вот. И мы ни дня не жалели. Поэтому, знаете, вот сегодня вспомнился такой момент, когда впервые я почувствовал эту ностальгию. Фильм «Любовь и голуби». Там даже все, даже эти моменты, я эту кассету, я ее потом заиграл, я ее просто без конца смотрел, и все, там просто у тебя глаза, здесь слезы стоят, вот здесь где-то они стоят, ты просто смотришь, ты понимаешь, что ты потерял что-то, ты без этого остался. На улицу выходишь, вообще другая жизнь. Люди другие, другое общение, другой менталитет, другие между людьми как бы коммуникации, да, люди по-другому их устраивают. То есть, ну, все по-другому. На работе по-другому отношения.
Какие-то вот эти все закладывания, какие-то, да, ну, моментов много таких. Кстати, знаете, вот разница в менталитете с западными немцами, с той Западной Германии, она действительно большая. И я разговаривал с одним человеком, который переехал, у него вообще 10 детей было, дядя Вася. Они переехали, 10 месяцев прожили в Германии и вернулись назад в Калининградскую область. Он озвучил такой момент интересный. У меня не было внутреннего отказа от вот этого всего, от моего родного, от моего дома, от моего места, от моей родины. У меня не было этого. Многие, кто туда уехал, они внутренний этот отказ сделали. Им легче жить. Я, говорит, не делал этого. И мне было тяжело, я не мог. Я думал, что я с ума сойду там на этой работе, что у меня мозги просто, говорит, перестанут работать. Потому что одно и то же ты делаешь что-то на работе, одно и то же делаешь, и изо дня в день, изо дня в день. Никакого развития, никакого дальнейшего какого-то чего-то. Ты просто стоишь, как ты шурупик, ты винтик в этой системе, и тебе сложно к этому привыкнуть и жить в этой системе. Но кто-то привыкает, и у кого-то выхода нет, приходится привыкнуть. Кстати, вот такой еще небольшой рассказ я вам из личной жизни. Это был мой сосед, мы уже жили в высоком доме, была высотка семиэтажная, жили на самом высоком этаже, и там у нас были соседи разных национальностей, да, то есть и была одна семья немцев. Однажды, значит, я стою на балконе, смотрю вниз, смотрю, сосед подъехал, паркуется. У нас за домом была парковка. Он раз заруливает, и тут же за ним следом прям подъезжает полицай на мотоцикле. Подъезжает, и я смотрю, что-то он там к нему подошел, что-то с ним разговаривает. Я принес бинокль, мне же с 7-го этажа не видно, мне интересно. Я принес бинокль и смотрю, а он дает ему трубку, тот дунул, значит, в трубку, что-то показало, видимо, промилле. И он забирает у него права, и все, тот расписался, и распишитесь, получите. И он пошел домой. Ну, другой раз я встретил его в лифте, и говорю ему: слушай, а ты что, говорю, права потерял, что ли? Он говорит: да. Вот это да, говорю, а что, много выпил? Он говорит: да не, я, говорит, у друга сидел, говорит, меня друг пивом угостил, там 2-3 бутылочки, говорит, пива выпил. Я не помню, 2 или 3 он сказал. И я, говорит, поехал домой, а это прям рядышком, там, в соседнем квартале, ну, то есть, прям недалеко там. И я, говорит, поехал домой, а он быстренько трубку взял, позвонил в полицию и сказал: а я ему и говорю: Шурик, будьте осторожны, преступник вооружен. Вот такой-то человек сел за руль выпивший, быстренько его тормозите. И так как полицейские, они не могли догнать бы его на машине, не успели бы, то выехал полицай на мотоцикле, быстренько раз и успел как раз к его парковочке и его поймал. Товарищ майор, докладывает старшина Полищук. Преследую преступника на мотоцикле. Ну и все, говорит, у меня забрали права. Я был в шоке, конечно, что его друг так поступил. Ну, как бы сам его угостил и сам же и заложил. И потом я раз смотрю, его жены не стало. Я говорю: слушай, а что-то не видно твою жену. Ну, мы в лифте все время поднимались на 7-й этаж, часто вместе, да, и разговаривали. Пока поднимаемся, разговариваем. И я говорю: а что, как это? Он говорит: да, жена ушла, говорит, сказала, что мне муж безработный не нужен. А он же работу потерял. Ну, прав нет, он ездить не может, он потерял работу. Жена сказала: мне муж безработный не нужен. И ушла к другому там, или просто ушла, я не знаю. Наверное, к другому, у которого деньги есть. Вот. И он остался, он остался с сыном. Сын с ним остался, а дочь с ней ушла. Дочка потом приходила, его навещала, но она, девочка по рукам пошла, скажем так. То есть ее эта жизнь тоже коснулась негативно. А он запил. Вот все, как результат. Семья распалась, работы нет, он стал выпивать. И я смотрю, он все время идет там, несет там пиво, несет корн. Корн это типа водки, там 38, по-моему, градусов. Да, 32, если 38. И вот он все время идет такой, то ли с похмелья, то ли опухший такой, замученный, грустный всегда.
И я смотрю, мне так его жалко было. Думаю, вообще, вот этот друг ему удружил. И потом ему как-то раз в лифту опять едем с ним, и я говорю, в лифте едем вместе. Да, в лифте, в лифту. В лифте едем вместе. И я его опять спрашиваю, говорю, слушай, ну вот так у тебя жизнь теперь изменилась. Ну, ты, наверное, теперь не дружишь с этим товарищем. Он говорит, нет, почему дружу, говорит. Я говорю, как дружишь? Он тебя заложил, он тебе всю жизнь сломал. Он говорит, ну, он же прав был. Это я был неправ. А он был прав, поэтому как бы... Вот вы понимаете, я в тот момент понял, что мы просто разные. Мы просто разные абсолютно по менталитету. То есть одна и та же ситуация, мы делаем разные выводы из нее. Вот, поэтому, друзья мои, мне и было сложно прижиться на Западе. Мне всегда бесконечно тянуло назад. За это время я ни разу не ездил в Казахстан. Это уже и далеко было, и да и ехать не к кому было там. Вот. А вот в Россию я ездил, потому что тетя у меня в России. Бабушка тогда была еще живая. Я к ней ездил. Вот. И каждый раз приезжая, ну это можно не рассказывать тем, которые ездят в Россию, как неохота назад возвращаться. Ну, в общем-то, вот такой небольшой ролик, друзья. Хотелось немножко поделиться таким рассказом, такими воспоминаниями. Не забывайте, что мы всегда в Телеграме для вас. Наша ежедневная жизнь, какие-то фотки, какие-то короткие ролики, видео. И наши видео, они все выходят в первую очередь на Boosty. На Boosty впоследствии, друзья, подписывайтесь, если вам интересно еще то, чего нет на YouTube. То есть что-то я буду выкладывать только на Boosty. А сейчас пока на Boosty выходят вот эти самые ролики, они выходят в первую очередь на Boosty, и только через сутки, через день они выходят на YouTube. Все, мои хорошие, я буду работать, меня ждет работа. А вам всего хорошего. Ссылочка на наш Телеграм будет внизу. Подписывайтесь, проходите, задавайте вопросы в Телеграме. Все, что вас интересует. Ссылка на Boosty, на Телеграм, на Рутуб, все внизу. Спасибо вам. Кстати, если нужны коптильни, если нужны колоночки на весну, на лето, заказывайте. Сайт picnicdachasad.rf. Есть YouTube канал под таким названием. И я недавно сделал Telegram канал для вашего удобства. Всего всем доброго, мирного неба. Пока-пока.